Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Marvel Rivals вы узнаете, как повысить FPS во втором сезоне. А самое главное, для компетитив игр понизим нашу задержку. Подберем оптимальные настройки графики и слегка оптимизируем нашу систему. Тем более во втором сезоне добавили новую интересную экспериментальную функцию для тех ребят, у которых есть проблемы с компиляцией шейдеров. Но и не менее важное, добро пожаловать в FSR 4. Все это мы с вами разберем, посмотрим и потестируем. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну и погнали. В этот раз начнем с вами с настройки нашей системы. Слегка ее оптимизируем и понизим задержку. Поэтому первое, что мы делаем, переходим по ссылочке в описании ко мне в телегу либо в Discord и качаем прямо в закрепе. Называется архив Байкаска версия 3. Да-да-да, это новая версия, наконец-то я все подсобрал, укомплектовал для вашего удобства. Все делается буквально в пару кликов. Начнем по порядку. Оптимизация. Отключаем визуальные эффекты. Рекомендую это делать, во-первых, для действительно слабых процессоров, либо тех ребят, которые гонятся за максимально низкой задержкой. Ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Но самое важное, галочку ставим на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Нажимаем применить и ОК. Отключаем повышенную точность для нашей мышки. По умолчанию она обычно включена, мы ее выключаем и применяем. Отключаем Xbox Game Bar. Здесь у вас будет Game Bar, мы его отключаем и переходим на игровой режим. Мы его, конечно же, включаем. Следующее — это аппаратное ускорение и производительность. В списке приложений находим Marvel Rivals, если ее здесь нет. Нажимаем добавить классическое приложение, на десятке написано обзор. Далее открываем Steam, Steam Apps, Common, Marvel Rivals, Marvel Game, Marvel, Binarious, Win64 и находим Marvel Win64 Shipping. Добавить. Нажимаем вот сюда, параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный. Оптимизация для игр в оконном режиме не обязательно, потому что игра использует 12-ю версию DirectX. Закрываем. Отключаем эффекты прозрачности. Раз и эффект анимации 2. Целостность памяти. Это у нас вкладка изоляция ядра, мы ее, конечно же, выключаем. И после всего, что мы с вами сделаем, нужно будет перезагрузить нашу систему, это обязательно. Эй, братик, послушай, я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и много других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. С оптимизацией мы закончили, далее задержка. Здесь по факту тайминги и MSI мод. По поводу таймингов, можете прочитать, что они делают, изменить в блокноте. Отключает Dynamic Tick, отключает шпет, то есть высокоточный таймер событий, и Synthetic Timers. Для тех, кому интересно, можете загуглить, что это такое, либо вот здесь для вас я кратко все это расписал. Нажимаем просто PKM и запуск от имени администратора, очень важно. Если нужно будет это вернуть, у нас есть бэкап. Открываем KMD либо Windows PowerShell и вставляем по очереди. То есть мы берем данную команду, PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор и нажимаем Ctrl+V, если не вставляется, просто PKM. Далее Enter и применяем. Обязательно после отключения либо включения таймингов нужно сделать перезагрузку нашей системы. MSI мод. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Закрываем. Настройка видеокарты. Начнем с AMD-шек. Открываем папку. Если у вас видеокарты 6000 серии, 5000 и так далее, открываем данную папочку. И здесь у нас настройки для старых видеокарт и старых драйверов. Если у нас видеокарта 7000 серии, либо 9000, нажимаем PKM и AMD Software.
переходим на игры и открываем Marvel Rivals. Профиль мы ставим по умолчанию. Все, что здесь вы видите, это отключаем. Антилаг включаем. Далее, в самом низу, качество фильтрации текстур. Для слабых видеокарт можно поставить на производительность. На FPS это никак не повлияет, но возможно в редких либо очень редких событиях где-то появится улучшение. А уже на глобальном профиле, это игры, видеокарта, нужно будет включить Fidelity FX Super Resolution 4. Драйвера просто еще не обновились от AMD-шки, и здесь у нас нет выбора конкретно для данной игры отключения либо включения FSR 4. Для видеокарт Nvidia откроем Nvidia GeForce. Здесь все по старинке. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию драйвера и открываем Nvidia Driver Settings. Это мы пропускаем, не обязательно. Переходим на программные настройки. Находим также сам Marvel Rivals. Шиппинг, добавляем приложение, частота обновления экрана высшая доступная, размер кэша шейдеров примерно 10 ГБ, режим низкой задержки. Если в игре вы включаете Nvidia Reflex, что я рекомендую сделать, тогда здесь мы выключаем. И наоборот, если у вас на видеокарта не поддерживает Nvidia Reflex, либо вам чем-то не нравится, вызывает статтеры, тогда режим низкой задержки включаем. Сначала на вкл, а потом можно на ультра. Режим управления электропитанием. На самом деле не обязательно ставить на максимальную производительность, но в шутерах, тем более соревновательных, я все-таки рекомендую выбрать конкретно данный режим. На производительность в общем это никак не повлияет, FPS вам не даст, но где-то возможные статтеры, либо очень редкие события снова же на какой-то процентик поднимутся. И в самом низу находим фильтрацию текстур, качество, ставим на высокую производительность. Далее у нас очистка. Тут все как и раньше. Открываем Delete Temp Files, выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, Delete Temp Files. Вторая папка, снова же все выделяем, Shift, Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Disk Cleanup. Открываем, выбираем диск C, ОК, нажимаем на очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Твики реестра. Многие твики я убрал, оставил только по сути один самый важный. Это отключение DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR2, PKM и слияние. Если нужно будет вам его вернуть, у нас уже есть готовые бэкапчики. BIOS. Если ваша видеокарта поддерживает Rebar, переходим в BIOS, в моем случае это дополнительно. Включаем Above 4G Decoding и поддержку Rebar тоже включаем. И еще одна немаловажная часть, это обязательная установка пропускной способности. Нам нужно будет перейти на конфигурацию встроенных устройств, пропускная способность PCI и найти режим соединения PCI Express 16. Первый слот, там где вставляется наша видеокарта. Выставить максимально доступной. После обновления Windows и новой видеокарты у меня уже доступна Gen 5. Есть небольшая разница, она не касается снова же FPS, не знаю как насчет задержки, там еще чего-то, но то, что заметил на своей системе, если поставить более низкую пропускную способность, появляются различные артефакты, в том числе и звуковые. Об этом я расскажу чуть позже, ролик уже готовится по BIOS. Ну и схема питания, если она вам необходима, называется максимальная производительность, разницы особой нет, но можете подрубить, если вы хотите быть уверенным полностью в своей системе, что в каких-то ответственных моментах она не будет понижать свою частоту. Копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, нажимаем PKM либо Ctrl+V и Enter, закрываем, открываем ярлык схемы питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Но как вы уже могли догадаться, я обычно ставлю на балансе. Система в принципе сама неплохо даже справляется, но я не киберспортик. А уже после всех этих скучных настроек залетаем в игру. Но перед этим можем открыть Steam. Далее Steam, настройки, библиотека, поставить галочку на упрощенный режим, перейти на записи игр, нажать понятно и поставить галочку на не записывать. Remote Play выключаем. Далее PKM на Marvel Rivals, свойства. Если вам не нужен оверлей Steam в игре и вы играете в соло, тогда можем его выключить. В лаунчере нас с вами встречает экспериментальная функция, которая стала доступна конкретно во втором сезоне. Называется переключение режима компиляции шейдеров. Что это такое? При включении режима переключения режима компиляция шейдеров будет происходить только при первом запуске игры, после обновления версии игры или графического драйвера. Я думаю, здесь все понятно. Эта функция может значительно снизить использование памяти и минимизировать задержки в игре, особенно на системах с 16 ГБ ОЗУ или менее. Однако, если у вас установлен процессор низкой производительности в сочетании с генерацией кадров AMD FSR 3, вы можете заметить случайные дополнительные задержки при включении этой функции. Если у нас
низкое количество ОЗУ, ставим галочку. Нажимаем на шестеренку, закрыть программу запуска. Ставим галочку на выйти из программы запуска. Ставим галочку вот сюда на выйти из программы запуска после начала игры. И подтверждаем. А теперь наконец-то запускаем игру. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись в самой игре, нажимаем «Играть», «Тренировка», «Стрельбище», запускаем. Для того, чтобы мы с вами могли все это нормально протестировать. Занимаем какую-либо позицию удобную. Теперь у нас с вами стоят настроечки по умолчанию. Мы видим у нас 85 FPS, задержка 37, 35 и так далее. Нажимаем с вами Escape, настройки. Вкладка «Экран» и начнем по порядку. Режим отображения. Если вы хотите потенциально понизить слегка вашу задержку, тогда ставим полный экран. Если хотите быстренько сворачиваться, в окне без рамок. Давайте сглаживание и супер разрешение, а также генерацию кадров оставим на последнюю очередь. Для начала мы обратим на самую важную функцию, это AMD Anti-Lag. Для видеокарты AMD, конечно же, если у вас видеокарта NVIDIA, будет написано NVIDIA Reflex Low Latency. Мы, конечно же, включаем. На NVIDIA ставим вкл либо вкл плюс Boost и применяем наши настройки. Наблюдаем, как наша задержка понижается практически в 2 раза. Яркость тут по желанию, все зависит от вашего монитора. Ограничение частоты кадров. В данной игре работает замечательно. Обычно я рекомендую делать ограничения с помощью MSI Afterburner, конкретно RivaTuner, но в Marvel Rivals, если мы делаем ограничение FPS внутри игры, мы получаем на несколько миллисекунд ниже задержку. К этому вернемся чуточку позже. Показать частоту кадров, статус сети, включаем. Вертикалку обязательно выключаем. И теперь самое важное — это графика. Общее освещение. Я все это потестил, конечно, люмины красиво выглядят, но для высокого FPS поставить SSGI. Качество отражений. Разница есть, но на самом деле она не такая уж и серьезная. Для слабых систем выключаем, для средних и выше ставим чисто отражение в экранном пространстве. Детализация моделей. Здесь можно поставить либо низкое качество, либо высокое. Все зависит от вашей системы. Постобработка. Не сильно влияет на производительность, я ставлю низкое качество. Детализация теней. Это один из параметров, который действительно скушает много ваших FPS-иков. Поэтому ставим низкое качество. Детализация текстур. Ставим в зависимости от объема вашей видеопамяти. Либо просто делайте, как и я, ставьте на среднее. Детализация эффектов. Заметьте, скорее всего, на FPS будет влиять более существенно, чем просто в лобби. Поэтому на всякий случай я ставлю низкое качество. Качество растительности мне лично не важна, глаза на нее не бросаются, ставлю низкое качество. И у нас по настройкам получается как-то так. Нажимаем «Применить» и «Подтвердить». А вот теперь мы возвращаемся к нашей игре. Во-первых, мы получаем практически в 2 раза ниже по задержке, но это в принципе и очевидно, потому что у нас и FPS стал выше. Тип сглаживания и супер разрешение. Во 2-м сезоне добавили AMD FSR 4. Работает она действительно круто, особенно качество производительности. Но вернемся в реальность. Нам доступно выкл, TAAU, Intel XS, AMD FSR 4, AMD FSR 3 и временное супер разрешение Epic. Если у вас видеокарта от NVIDIA, будет еще и DLSS. В принципе, все очевидно. Для видеокарт серии RTX включаем DLSS и, допустим, если у вас видеокарта 4070 Ti Super и выше, ставим DLAA. Если у вас там 3060 Ti, ставим качество, иногда можно баланс. Почему не другое, там не Epic, не XS? Потому что DLSS имеет свой вид сглаживания, и он обычно с более низкой задержкой. Если у нас видеокарта от AMD, я потестил все типы сглаживания на разных пресетах. Кстати, XS тоже очень неплохо справляется, как и Epic. Тут что-то единое вам подсказать не смогу. Для видеокарт 9070 XT, 9070 Non-XT, будущих 9060 XT. Конечно, ставим AMD FSR 4, это очевидно. В данном случае, если нам нужна
высокое качество детализации, ставим нативный. Действительно, картинка становится очень детализированная. Если вам нужен высокий FPS с низкой задержкой, ставим производительность. Качество сглаживания, детализация, также само на очень высоком уровне. Можно поставить и ультра качество, и качество, так сказать, занять какую-то середину. Но мне лично показались, что два данных пресета самые актуальные. Для киберспортиков производительность, для ребят, которые наслаждаются картинкой, нативный. Если у вас видеокарта 7000 серии, в таком случае мы включаем FSR 3 и по сути делаем почти то же самое, но нативный для качества графики, для киберспортиков, что-то на уровне ультракачества, качества, либо баланс, но уже нужно будет посмотреть, как и что работает. Если вы вообще противник всех этих масштабирований, видов сглаживания, просто выключаем. А теперь, когда мы со всем этим определились, нам нужно разобраться с задержкой. Включаем ограничение частоты кадров и делаем следующее. Нужно постараться найти идеальный баланс. Идеальный баланс это какой? У нас FPS в среднем 155. Ставим, допустим, 150-145. Допустим, поставим 145, применяем и наблюдаем. Нагрузка на GPU 90%. В принципе, норм. Самое главное держаться вот в этом диапазоне. 90-97, не выше. В идеале, конечно, 95. Можно даже попробовать поднять до 150. Снова же, в замесах может быть все по-разному, тоже не забывайте об этом. Вот у нас получается следующим образом. Когда мы выставили ограничение частоты кадров по среднему FPS, и плюс наша GPU-шка трудится на 93-94%, мы получаем 13, иногда 14 ms. В принципе, можно прыгнуть еще выше. Для этого мы включаем производительность и пока уберем ограничение частоты кадров. Обратим внимание, что наша задержка, скорее всего, сейчас будет, в принципе, почему-то не сильно ниже. И это нормально. В таком случае, снова же, смотрим на наше количество FPS 250 и делаем лог. Я находил, что около 220-230. И получается как-то так. Наша задержка 10, 11, бывает даже 9 ms. То есть даже с Radeon Anti-Lag нам удалось понизить примерно на 7 миллисекунд нашу задержку. И все это благодаря правильному ограничению частоты кадров. Ну и небольшой оптимизации нашей системы, конечно же. Если, допустим, у нас слабая система, можем, конечно же, включить генерацию кадров. И в принципе в этой игре генерация кадров SR3 работает очень даже неплохо. Кто-то даже говорил, что если у вас видеокарта Nvidia, включайте все равно генерацию кадров от AMD. Конкретно в данной игре, типа она работает лучше. И я вам скажу, на самом-то деле, задержка практически не ощущается. Самое главное в этой игре, я не рекомендую использовать RivaTuner. Почему? Потому что у нас повышается наша задержка. Если сейчас мы имеем при 155 FPS где-то 15-16 ms, то выставив здесь ограничение, такое же самое, допустим, 150, да, наш фреймтайм станет максимально плавным, со стабильной отрисовкой кадров, что может значительно повлиять на общий геймплей. Если у вас постоянные статеры, это может помочь, но в таком случае страдает наша задержка 22-23 ms. Отключаем RivaTuner и смотрим. Задержка у нас сколько там? Давай быстрее прогружайся. 15 ms. Делаем ограничение, то же самое, 150 кадров, только уже в самой игре. И получаем 13-14 ms. Что я считаю очень даже неплохо. После всех этих настроек залетаем в Marvel Rivals и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.